Привет всем, с вами я, Басманов Максим, и сегодня мы с вами поговорим, как можно изменять цвет определенных вещей в интерьере. Ну, возник такой вопрос, как это можно сделать. Я вам покажу вариант, который на самом деле напрашивается самый в первую очередь, это использовать цветотонной коррекции, да, то есть насыщенность наша. И второй вариант, который вам покажу, который также можно использовать, чтобы избежать определенных проблем. Давайте начнем. Ну, во-первых, смотрите, мы сейчас с вами выделим наш диван. Выделять его можно как угодно, любым способами, как вы себе его представляете, да, то есть можно как и с точностью, и без точности. Мы сейчас только для примера. Мы с вами сейчас возьмем, просто выделим предмет. Конечно, он нам сейчас выделит его не совсем корректно, возможно. И мы уберем лишние элементы, которые нам не нужны. То есть нам нужно выделить только диван. Сейчас мы это все сделаем, да, то есть уберем наши подушки, ну и здесь тоже все это уберем, то, что нам не надо. То есть, ну, такое вот выделение. Конечно, оно не идеальное, но для примера, я думаю, будет вполне достаточно. Нажимаем ОК, у нас создается такая вот маска, и эту маску, конечно, можем потом подредактировать, но мы сделаем немного иначе. Мы с вами создадим папочку и нашу маску просто перенесем в нее. Зажимаем клавишу Alt и перетаскиваем левой кнопкой мыши, а эту маску мы с вами удаляем. И сейчас мы с вами можем в этой папке настраивать так, как нам нужно. То есть мы можем менять цвет каким угодно образом. Я вам сейчас покажу вариант, который самый первый, который напрашивается, да, то есть, но он не всегда является верным. Берем корректирующий слой, называется у нас цветовая тононасыщенность, да, и давайте мы его чуть повыше перенесем над папочкой и точно так же сделаем копию с помощью альта нашей маски. Здесь уберем. И давайте попробуем поменять цвет, да, то есть, например, мы с вами просто поставим тонирование обязательно, да, чтобы цвет у нас был изменен. А после этого мы с вами просто меняем цветовой тон, да, то есть немножко изменяем его, и вот таким вот образом мы можем менять цвет. Но если вдруг мы захотим с вами немножко поработать с яркостью, обратите внимание, то у нас весь диван становится просто ярким, пропадает вся глубина. Ну и также, когда с темным, нам сразу все пропадает. Такой вариант нам, естественно, не подойдет. Поэтому мы с вами в нашей папочке добавляем корректирующие слои, который называется цвет. Да, то есть, и давайте назовем, добавим какой-нибудь цвет, ну, красный, зеленый, ну, какой-нибудь совершенно любой, да, то есть, который мы хотим покрасить. Меняем, естественно, режим наложения на цветность. И после этого мы с вами можем добавить еще корректирующий слой. Здесь можно делать с помощью кривых или уровней. Ну, простой вариант, конечно, добавить уровни. И мы с вами здесь можем немного его скорректировать. То есть сделать его светлее, да, например, как нам хочется. Да? То есть таким образом у нас все равно остается наша глубина. Вот видите, в этих местах у нас там есть тень, которая нам нужна. Да, и здесь мы с вами ее можем уже редактировать так, как нам нужно. Вот здесь таким образом мы можем цвет в любой момент поменять на тот цвет, который нам нужен. Ну, пусть будет такой вот синенький, да. Ну и дальше также можем добавить корректирующий слой кривые. И здесь также мы с вами, так, чуть поднимем, да, можем немного его точно так же осветлить, да, то есть добавить немного глубины. Вот так вот. И все, мы с вами собираем это в папочку, да, все складываем. И вот получается такой вот диванчик, да. Если бы мы, например, то же самое пытались бы сделать с нашим диваном здесь, такой бы вариант, конечно же, ну, просто не получился. Он бы получился таким вот засвеченным, даже если мы сейчас яркость вернем в первоначальное состояние, да, постараемся сделать с помощью насыщенности, но, конечно, такой вариант у нас здесь не получится. Но, конечно же, можно добавить еще дополнительных кривых и сверху накидать, то есть и попытаться сделать такой же результат. Но вот такой вот вариант, мне кажется, самый оптимальный, самый быстрый. Мы здесь можем его также подкорректировать. Как видите, можем с помощью уровней этот вариант с вами настраивать так, как нам нужно. Ну и опять же, если цвет нужно как-то смешать, да, то есть сделать его ближе к нашему настоящему цвету дивана, который здесь по умолчанию, можем наложить его таким вот образом. Вот такое вот простое видео, как можно покрасить, поменять какие-то определенные цвета в интерьере, особенно в таких вот диванах, может быть кухня, может какие-то любые другие стулья, да, то есть, ну, все что угодно можно поменять. Ну и в целом в одежде также можно применять. Слишком это много ретуши на канале, именно портретов, и я решил сделать вот такое простое маленькое видео. Если оно вам понравилось, поставьте лайки, ну и, конечно же, напишите комментарии, плюсы, минусы, что вам нравится, что не нравится. Также не забывайте, если вы только подписались на канал, если даже не подписались, то подпишитесь, да, в описании есть
есть бесплатные уроки, да, то есть курсы по ретуши и, конечно же, для начинающих в программе Adobe Photoshop. Поэтому, если вам интересен Photoshop, переходите в описание, там много всего интересного, и это все бесплатно. Большое спасибо за просмотр, всего доброго и до встречи в следующих видео.